На одном из японских островов, скрытом среди Тихого океана, произошло событие, которое стало настоящей головной болью для местных жителей. Неизвестно, откуда они пришли, но грызуны начали незаметно вторгаться на остров, и вскоре их численность стала угрожающей. Эти маленькие, но умные существа начали разрушать все на своем пути. Они грызли корни растений, уничтожали урожай, прогрызали пакеты с крупами и продовольственными продуктами, нарушая обычный ритм жизни островных жителей. Местные фермеры страдали от утрат, а люди начали замечать, что грызуны заполонили все уголки острова, нанося вред не только сельскому хозяйству, но и даже домашним запасам. Паника охватила маленькое сообщество, ведь борьба с таким количеством вредителей казалась невозможной. Местное правительство, понимая, что ситуация выходит из-под контроля, решило принять экстраординарное решение. В один из ярких летних дней на остров было доставлено 3000 кошек. Это решение было вынужденным, ведь кошки – известные хищники, которых люди использовали в борьбе с грызунами на протяжении многих веков. Кошек привезли с разных уголков страны, и как только они появились, стали постепенно осваивать территорию острова. Прошло время, и жители начали замечать первые изменения. С каждым месяцем численность грызунов уменьшалась. Они становились все менее заметными, а места, где раньше они плотно обитали, теперь были пустыми и безжизненными. Кошки быстро освоились, а жители, изначально с недоверием относящиеся к такому решению, начали благодарить своих пушистых защитников. Эти хищники становились все более ловкими и искусными в своей охоте. Их присутствие стало неотъемлемой частью жизни острова. Через 2 года исчезновение грызунов стало очевидным, однако кошки продолжали свою работу. Они словно помогали поддерживать баланс, следя за тем, чтобы на острове не поселился ни один нежеланный грызун. В течение 6 лет кошки стали не только воинами против грызунов, но и неотъемлемой частью экосистемы острова. Люди уже привыкли к их присутствию и даже заботились о них. Через 6 лет, когда последний грызун исчез с острова, правительство решило провести анализ ситуации. Оказавшись в роли природных контролеров, кошки справились с задачей настолько эффективно, что остров теперь был полностью свободен от вредителей. Но теперь перед жителями стояла новая задача обеспечить благополучие кошек, которые стали не просто союзниками в борьбе с грызунами, а полноправными членами их общества. Со временем жители стали уважать своих пушистых спутников и по сей день рассказывают своим детям, как когда-то кошки спасли остров от нашествия, став настоящими героями. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, где вас ждет еще много интересного.